Привет, друзья! Сегодня готовим очень вкусную золотистую картошку, которая готовится легко, а результат получается отличный. Если рецепт вам понравится, обязательно поставьте лайки. А мы поехали готовить! Приготовим сегодня картошку-гармошку. Берите сорт неводянистый. Картофель нужно сначала хорошо помыть и его готовим прямо с кожурой. Так он получится более ароматным и будет держать хорошо форму. У меня он уже помытый, и я его подсушила с помощью бумажного полотенца. Дальше нам нужно его нарезать и создать так называемую гармошку. И если вы боитесь, что у вас рука дернете и вы дорежете картофель до конца, то вам понадобятся вот такие две палочки для суши. Нам нужно их расставить вот так по бокам на картошку и начинаем просто нарезать. Наша картошка готова, и толщина ваших слайсов зависит от ваших предпочтений. Мне нравится, когда разрезы много, так кажется более интересной и красивой картошка. А теперь нам нужно заняться начинкой. Для этого нам нужно сало нарезать на тонкими слайсами. После этого разрезаем их пополам, и у нас получаются вот такие симпатичные кусочки сала. Мы их присаливаем с обоих сторон, и нам нужно их окунуть в приправы, которые нам нравятся. Можете взять итальянские или прованские травы, или либо какие, которые вам больше нравятся. Теперь кусочек сала отпускаем и так обволакиваем в приправы. И все, готов кусочек сала. Теперь этот кусочек сала нам нужно уже шинковать нашу картошку, поэтому вот так его выставляем в разрезах. Сало придает картофелю сочность, насыщенный вкус и делает его более мягким. Если вам не нравится оно, можете заменить его на бекон или даже на хамон. Получится не менее вкусно. Вот так выглядит наша готовая картошка. Посмотрите, насколько она уже классно смотрится. И теперь нам остались последние штрихи. Нам нужно слегка вот так присолить ее. А после этого сбрызнуть или оливковое масло, или растительное, какое у вас есть в доме. Вот так. И потом с нашими ручками начинаем распределять оливковое масло по всей поверхности. Я буду запекать картошку и в эйрфрайере, и в духовку. Хочу посмотреть, где будет вкуснее и будет ли вообще разница, ну и где быстрее приготовиться. Все, отправляем в нашу противень и запекаем в духовку. Я в духовку буду запекать при 180 градусов где-то 30-35 минут. Конечно же, все зависит от сорта картошки и от ее размеров. И пока наша картошка готовится, мы приготовим вместе с вами очень вкусный соус на основе сметаны. Я беру сметану 12%, и мы ее отправляем в мисочку. Опа! Так, добавили. Сюда мы отправляем чеснок. Сначала мы добавим обычный чеснок и его пропускаю через пресс. Раз и два. Теперь мы будем добавлять вот такой чеснок черный. Я вас уже знакомила с этим видом чеснока. Он обрабатывается при специальной температуре и влажности в течение нескольких месяцев. И он получается очень интересный и ароматный. Если вы никогда не пробовали, то я вам реально рекомендую купить и попробуйте. Вы будете просто без ума. Он очень интересно пахнет, и реально это нечто другое. Мы добавляем где-то 2-3 зубчика чеснока. Кстати, посмотрите, я сейчас вам покажу. Он очень мягкий. То есть вот посмотрите, какой. И он вот так просто можно раздавить с руками. А пахнет просто великолепно. Добавляем в пресс и тоже пропускаем. И дальше добавляем наш любимый мистер укроп. Побольше. Ну, конечно, если вы любите укропа. Если вы не любите, можете заменить другой зелень, который вам больше нравится. Но лично я, например, такой соус сметаны не люблю, когда укропчика чувствуется. С петрушкой, с кинзой, тем более с базиликом, мне не очень нравится, потому что они не дополняют сметанный соус, а больше как бы агрессируют.
так шинкуем мелко. Можете вот так пару раз пропустить с помощью ножа, чтобы большие кусочки ушли. И добавляем в наш будущий соус. Сюда мы добавляем соль по вкусу и размешиваем. Наш соус готов. И я вернусь к вам уже с готовое блюдо. Ребята, наша картошка-гармошка наконец-то готова. И посмотрите, насколько она симпатично смотрится. Но кроме того, что она эффектная на вид, она очень вкусная и ароматная. И я сделала одну часть картошки в эйрфрайере, а другую в духовке. И лично мне больше понравился результат от духовки, потому что картошка осталась более сочная. А с эйрфрайера, да, там быстрее приготовилась, но, к сожалению, она стала более сухая. Но вы можете попробовать оба два варианта и выбрать тот, который вам больше понравился. А если вы любите картошку, то обязательно приготовьте ее. И я уверена, она вам очень-очень понравится. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы увидимся в следующее новое вкусное видео. Пока!